In front of the presidential palace in Havana, nearly 1 million people, which is just about the whole population of this country. Когда-то этот остров был символом надежды для миллионов. Страна революции, утопических идей и громких лозунгов. В 1959 году небольшая группа повстанцев во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой свергла режим Батисты, которого поддерживали Штаты. Так родилась Кубинская революция. Через 3 года весь мир оказался на грани ядерной войны. Куба разрешила СССР разместить ракеты, а США в отместку блокировали остров. Пока Советский Союз поддерживал Кубу миллиардами, система держалась. Но после его распада все рухнуло. Страна погрузилась в особый период. Это время, когда кубинцы выживали буквально на всем, что можно съесть или обменять. Сегодня же Куба – это парадокс. Ретро-машины на фоне Wi-Fi зон, социализм, в котором ты арендуешь жилье через островок, радость, музыка и, несмотря ни на что, всегда хорошее настроение. Я прилетел сюда почти случайно, без четких планов, без ожиданий, просто захотелось увидеть остров, о котором столько много мифов, и понять, что же на самом деле происходит за фасадом этой ретро-открытки. YouTube завален видосами в духе «Куба мрак, грязь, нищета и безнадега». А правда ли все так плохо? Можно ли здесь отдохнуть по-человечески? Жить не в клоповнике, а в хорошем отеле и с кайфом посорить баблом. Почему здесь до сих пор так много машин 50-х годов и где вообще новые автомобили? Есть ли тут новостройки или вся столица живет в прошлом? Как обстоят дела в магазинах, откуда у людей еда и принимает ли тут нашу карту мир? Ну и самое главное, откуда здесь столько улыбок, несмотря на все сложности? Я здесь, чтобы разобраться, как обычный турист, у которого куча вопросов и одно желание – понять, какая на самом деле это Куба. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу покажу, где я обосновался. Признаюсь вам честно, в этот раз решил не мелочиться и выбрал лучшее место, чтобы вам показать, как можно отдохнуть тут с кайфом. Заехал я вот в этот прекрасный отель, где по одну сторону Малекон, это главная набережная Гаваны, а по другую центральная улица города. Тут тебе и бассейн на крыше, и рестораны, и фуршеты, где всегда можно перекусить. Также есть тренажерка, а на завтраке шведский стол с круассанами, свежими фруктами и кубинским кофе. Все это за 300 бакинских в сутки. Давайте я вам покажу, какой мне достался номер. Ну, как бы так. Круто. Ну, выглядит. А вообще, конечно, Куба и роскошь как будто вещи несовместимые. Ну, возможно, это стереотипы. В общем, друзья, по старой доброй традиции делаем рум-тур. В общем, что у нас здесь есть? Обычная двухспальная кровать, кондиционер, и это хорошо, телевизор и девушка. Ну, такой прям типичный вид Гаваны. В общем, как я себе ее и представлял. Так, что еще? Ну, разумеется, санузел, конечно же. Ну, как будто бы чересчур. И это, по всей видимости, душ. Да, и душ. Их тоже 2. В общем, если будете здесь со своей девушкой, есть вот такая вот опция. Давайте глянем, что у нас по телеку. Канал Россия 24. В общем, ребят, я как будто никуда и не уезжал. После заселения в гостиницу мы пошли смотреть город. Пройдя буквально 20 метров от набережной, мы оказались в трущобах. Даже не так. Трущобами это назвать сложно. Это просто улицы с очень старой застройкой. Раньше в этих роскошных особняках проживали испанцы и американцы. Но после революции все досталось кубинскому народу. Так как на то время частной собственности не было, никто и не вкладывался в эти особняки. Отчего за 50 лет эта прекрасная архитектура канула ко дну. Продолжая изучать Гавану, мы вышли на главную улицу. Местный Старый Арбат. Людей здесь в разы больше, да и услуг для туристов тоже. По итогу наших блуждений по столице мы оказались у Капитолия, главного здания из сердца страны. Как вы уже, наверное, смекнули, он очень сильно напоминает американского собрата. И неспроста. В 1929 году кубинская элита хотела показать, что страна движется по американскому пути, а Капитолий стал главным символом этой ориентации. Сейчас здание служит парламентом и открыто для туристов каждый день. Ну а пока мы прогуливались, я захотел вдруг погонять на нашем отечественном автопроме. Бричку нашли довольно быстро, но не без приключений. Куба — это испаноговорящая
русскоговорящая страна, а я в испанском не очень. На выручку пришел мой телефон, и хоть с трудом, но вроде бы договорились. Друзья, давно я мечтал о такой поездке. Хочу прокатнуться по этим историческим и таким классным местам. И автомобиль у меня, смотрите какой, а? Москвич. Когда бы я еще на нем прокатнулся? Это у нас вообще должен быть москвич. Ну, новая, конечно, тачка, но в принципе нормально тянет. Я думаю, что лошадей 2-3, наверное, есть. Так, остался тормоз. Опа. Я остановился, а? Покажи, что там было. А мне нравится. Кстати, еще вот эти, смотрите, кондиционер. Обратите внимание, здесь пол видно. Дырку, асфальт. А я уже начинаю привыкать. Классная тачка. Слушай, не привыкай. Мягенькая. Машина, в принципе, не первой свежести, но на самом деле, что, ездить можно. Ребят, напоминает мне мою Сесну, на которой я учусь в авиации, учусь летать. Я сейчас покатался, мне очень понравился. Ну, Олеж, Я тоже катаюсь. попробуешь, да? Конечно. Сейчас Просто чтобы было какое-то мнение второе, потому что мало ли, вдруг оно у меня предвзятое. могу сразу сказать, ведро с гвоздями, но кайфово. Погнали. Налево повернуть, как думаешь? Прямо. Тормози. Ну вот такой пепелац нам достался. Чтобы вы не думали, тачка огонь. Современный кондиционер, фара, светящиеся в разные стороны, дырка в полу и бампера держатся на честном слове. Тарахтит, но едет. Мы не стали наглеть и просто сделали пару кругов по центральным улочкам. А харизматичный дед с сигарой и взглядом, как будто он лично наблюдал строительство Гаваны, не испугался местных жандармов и вошел в наше положение. Напомнил, как работает механика и пожелал нам удачи. Ребят, машине 40 лет. Ну, не сказать, что прям вообще старая. Но пора бы уже сделать ТО, наверное. Местных обычаев мы не знаем, но уважаем. Ну что ж, после этой спонтанной волны ностальгии мы двинулись дальше. Продолжили исследовать город, пока солнце окончательно не скрылось за горизонтом. По пути взяли пару кокосов по $1, и тут же ко мне на плечо уселся попугай, явно рассчитывающий на свою долю в виде зеленой купюры. Заглянули в пару магазинов прицениться к местным товарам. А вот это я смотрю, вот сколько стоит пачка чипсов? 1260. Получается на рубля. Это 500 рублей стоит. 500 рублей, да? Сколько она стоит по России? До 100 рублей. Да. Ну, 150. Я просто не ем чипсы. Яйца. Хотите узнать, сколько здесь стоит яйца? Excuse me. How much? Короче, 900 рублей. После всех этих блужданий мы отправились ужинать. По пути наткнулись на очередь, как выяснилось, за хлебом. На Кубе до сих пор действует система продуктовых талонов. Благодаря ей базовые продукты, такие как хлеб, можно купить не за 100 песов, а всего за 1. Также не обошли стороной и сувенирную лавку. Атрибутика тут одна. Куба, Че Гевара, Гавана Клаб – это местный ром, сигары и автомобили. Пока мы бродили в поисках, где перекусить, я заметил одну вещь. Почти каждое кафе выглядело как антикварная лавка. Повсюду предметы с характером и историей. Серьезно, у каждого заведения свой неповторимый интерьер, а персонал больше походил на смотрительный музей, чем на официантов. Старые фотоаппараты, кинокамеры, швейные машинки Зингер, винтажные кассовые аппараты, всевозможные статуэтки и, конечно же, кубинский ром. Этот вечер мы завершили на уютной гастрономической улочке. Что по ценам? Кофе $1, паста 6. Мы же решили попробовать такос и побрели в отель. Уставшие, но довольные. Первый день на Кубе выдался насыщенным. Бля, держится, по-моему. Ребят, одни «Жигули» кругом. Буканули каршер, пригнали нам вот такую вот, смотрите, замечательную семерочку. Нормально. Из моего детства. Короче, это ВАЗ-2107. Магнитола, клариончик стоит. Механическая коробка передач. Выжимает 180. Что вам еще нужно? Тактильность я прям чувствую. Я чувствую, как это было. Потому что я когда-то катался на ней. Смотрите, машина зверь. Наверное, кобыл 200. Ребят, ну что могу сказать? В общем, город очень красивый. Такой очень аутентичный.
машины, ну блин, ну это вообще кайф. Это вот как будто ты попал в совок, реально. Причем тачки все на ходу. И знаете, что самое главное? Когда мы сюда приехали, вот эти все стереотипы, которые были, они начали развеиваться. Работает Билайн, есть интернет мобильный, есть интернет в отеле, есть классные рестораны, кафе-бары. Но здесь не то, что можно жить, здесь просто по кайфу. А пока мы наслаждаемся местными пейзажами, я расскажу, как на Кубе обстоят дела с машинами. Из-за многолетней изоляции со стороны США, которые ограничили импорт, подавляющее большинство автомобилей здесь советские и американские, но тех годов. В свое время СССР активно поставлял на остров «Жигули», «Москвичи», «КамАЗы», и они до сих пор здесь бодро катаются по улицам. Автозапчасти здесь в жутком дефиците, поэтому местные умельцы научились изготавливать их вручную. А в последние годы Россия поставляла на Кубу современные модели, и я даже слышал, что тут или будут, или уже собирают Лады Веста. Цены на автомобили здесь в разы выше мировых, а при скромной зарплате даже подержанная машина – это предмет роскоши. Но вот, например, моя скромная «Семера» стоит около 1 000 000 рублей. Но купить машину – это только полдела, ее еще нужно содержать. Зачастую топливо на острове в страшном дефиците. Появляются гигантские очереди на заправку. Часть людей заправляется по льготам, им бензин обходится всего в 10 рублей за литр, а без льгот это около 50. А когда топлива совсем нет, то его продают с рук уже рублей по 200. Пока я вам рассказывал о кубинских трудностях, мы уже добрались до места Фустерландия. Это не просто туристическая точка, а пример, как искусство может изменить целый район. В 1975 году один местный художник начал украшать свой дом, вдохновляясь Гауди. Спустя год он своими руками превратил весь прибрежный квартал в яркий мир мозаики. Фасады, лавочки, крыши – все покрыто яркой керамикой. И что удивительно, среди всего этого прочего можно найти надписи на кириллице и благодарность Союзу за помощь Кубе. Так, ребят, и по старой нашей доброй традиции рубрика «Сувенир». В общем, покупаем вот такую вот биту с автографом Че Гевара. Разыгрываем его в Телеграме, как обычно, и вопрос будет такой. Напишите просто, нахрена она вам нужна. Дальше мы выберем победителя, все будет по чесноку, и уедет эта бита к вам. Давай протестируем. Отобьешь? Все, погнали. Хорош. Все, есть, отбил. А сейчас я покажу вам место, где тусуется местная молодежь. И честно, для меня это было неожиданно. Снаружи будто современный ночной клуб с индустриальными интерьерами старого завода. На входе, как положено, фейс-контроль, проверяет паспорта и выдает бумажку, куда потом записывают все, что ты закажешь. Расплачиваешься уже на выходе. Но внутри никакого кислотного музла. Вместо этого живой кубинский джаз. Я сомневаюсь, что наша молодежь смогла бы массово посещать такие места. В соседнем зале подкаст с местной музыкальной звездой. Зрители внимательно слушают. В другом читают стихи. Где-то идет выставка. Атмосфера, как на арт-фестивале. У бара началась кубинская арифметика. Бармен не хотел наливать мне колу, по его словам, она слишком дорогая. Зато ром стоит копейки. После того, как я все-таки получил свой напиток, я пошел исследовать пространство дальше. На выставке, помимо прочего, были трусы и фотографии людей, причем не всегда одетых. Что могу сказать? С культурой у кубинцев все в порядке. Куба умеет отдыхать. Просто, со вкусом и без спешки. Вход символический $3, ром дешевле колы, а впечатление, как после хорошего концерта и выставки одновременно. Пора раскрыть вам все карты. Помимо того, что мы сюда приехали просто посмотреть на остров, главная наша цель – это покататься на кайтах. А Куба для кайта – это как дикая жемчужина. Тут еще нет огромной инфраструктуры, но именно в этом ее прелесть. Пляжи почти пустые, вода цвета карибской мечты, а ветер стабильно дует весь сезон. Ну, по крайней мере, мне так рассказывали. А как на самом деле, я сейчас вам покажу. Ну и, конечно, чтобы почувствовать атмосферу до конца, мы решили добраться до спота не просто так, а как это принято на Кубе, в розовой ретро-тачке 50-х. Мне провели краткий, но весьма колоритный инструктаж, как управлять этой чудо-колесницей. Педали с характером, тормоза не то чтобы были уверены, а руль от Лады, который нужно всегда придерживать, ведь машину тянет вправо. Механика здесь мое почтение. Сцепление как у танка, передачи щелкаются с глухим металлическим скрежетом. Рафаэль, владелец этой розовой Шеви, уверяет, что он сам когда-то
перегнал ее из Майами и с нескрываемой гордостью показал, как нежно, но с характером обращаться с его кормилицей. Ну и так как у нас в стране таких тачек я не встречал, давайте я вам покажу, как тут все устроено. Так, ребят, рассказываю. Управление очень простое. Завели тачку. Это механическая коробка передач. Все как на шахе. Вперед, первая скорость. Вторая, третья, четвертая, на себя, пятая. Ничего сложного нету. То же самое, только положение коробки другое. Ну и посмотрите, какая магнитола, а. Панельку можно снять. Наверное, да? А, нет, слушай, это уже новые пошли, потому что с USB-шкой. Я думал, еще с тех времен. Короче, тачка классная. Сейчас, конечно, уже таких не делают. Она с 4-й скорости трогается. Ну и пока мы едем на пляж, поделюсь с вами своими мыслями. Честно, все это больше похоже на игру, чем на реальность. Я в розовом кабриолете 50-х, словно Томми Версетти, с кайтовой снарягой лечу вдоль Маликона. Здесь можно посорить деньгами, и все равно это выйдет дешевле, чем средний уикенд в Сочи, а по насыщенности будет в разы богаче. Тут ты можешь договориться со всеми и обо всем, как я это сделал, договариваясь с владельцем этого прекрасного автомобиля. Основная изюминка окрестностей вовсе не лакшери-сервис, хотя если он тоже присутствует, а в том, что тебя окружает. Улыбчивые, открытые люди, простая и вкусная еда и атмосфера теплого уюта, которую словами не передать. Мне кажется, в этом и кроется настоящий шарм Кубы. Здесь как-то дышится легче, особенно когда ты турист. Честно говоря, минусы, конечно, тоже здесь есть, но куда ж без них. Но все, что я здесь успел прочувствовать, легко их перекрывает. Ну а тем временем мы вместе с нашими кайтами добрались до местного пляжа. И что неудивительно, впервые за все наши съемки удача от нас отвернулась. Короче, тот долгожданный карибский ветер решил устроить себе выходной и бесследно растворился где-то над ямайскими пущинами. Местные повара, завидев наш кислый настрой и шанс качественно заработать, оперативно предложили сварганить нам по лобстеру. Затея оказалась максимально уместной, и мы не стали себе отказывать в этом гастроудовольствии. Лобстеры у них на Карибах зачетные. Набравшись сил, мы вернулись на пляж. Разумеется, мы понимали, что сегодняшней каталке не суждено состояться, но может быть оно и к лучшему. Тем не менее, ради любопытства разложили кайты и теперь уже окончательно потерпели спортивное фиаско. Ну и на этой кислой ноте давайте я вам выдам свою travel-рецензию на остров. Люди здесь живут счастливо и не настолько уж плохо, как нам малюют все, кому не лень. Отдельно хочу отметить, что у них высокий уровень культуры и гостеприимства. Вообще у этого острова отличные перспективы, и я думаю, что у них обязательно все будет хорошо. Ну и от себя горячо рекомендую к посещению эту карибскую жемчужину. Ну а мы полетели на Лос-Рокос в поисках новых и таких кайфовых карибских кайт-спотов. Так, ну, катануть у нас здесь не удалось, хотя удалось очень классно провести время. Вообще всем рекомендую. Гавана – это место, которое стоит посетить. Мы посмотрели прогноз. 4 часа полета, и есть такие острова Лос-Рокос, куда мы сейчас едем. Там в ближайшую неделю будет очень классно дуть. Поэтому, ребят, оставайтесь с нами и увидимся на Лос-Рокос.